Здравствуйте, мои дорогие подписчики и гости канала. С вами Женя. Вы на канале «Счастье в нас самих», где ответы на любые вопросы вы можете найти. Есть инструменты для улучшения всех сфер жизни, ну а также практики, настрои, ритуалы, медитации, саблиминалы. Называйте, очень много инструментов для исполнения желаний в помощь вам. Ведь по большому счету все в ваших руках. Только вы можете изменить свою жизнь, только вы можете изменить ваше будущее. Если вы возьмете под контроль ваши мысли, ваши эмоции, ну и, соответственно, ваши действия. Это единственное, что я называю работой. Работа над собой, работа над своим внутренним состоянием, работа над контролем своих мыслей. Это действительно работа, потому что для этого нужно прилагать усилия. Занимаясь этим уже не один год, до сих пор мне приходится прилагать усилия для того, чтобы контролировать и останавливать. По какой-то причине, вот я не знаю, я еще никак не могу дойти до корня вот этой проблемы, почему нам легче концентрироваться на негативе, чем на позитиве. Почему мы не можем постоянно видеть позитивную сторону задач, которые приходят к нам. Почему мы все переводим в ранг проблем? Над этим я еще работаю, я ищу информацию. И все-таки мне бы очень хотелось, моя мечта, сделать какую-то практику, которая бы за неделю-две действительно меняла все. Потому что то, что на сегодняшний день доступно, и то, что я на сегодняшний день понимаю и знаю, берет довольно-таки много времени. Поэтому я работаю, ну а вы, это ваш выбор, что же вы будете делать сегодня и завтра. Ну а сегодня, сейчас я хочу посмотреть для вас, чего вы боитесь и напрасно. Для некоторых из вас это будет что-то, о чем вы знаете и понимаете, что это ваш страх. И, конечно, может быть, получив информацию, что это напрасный страх, вы сможете от него избавиться. Для некоторых это подсознательный страх, который вы не осознаете, и, соответственно, он вам мешает, но вы этого не понимаете. Где-то глубоко, ведь наши страхи очень часто пришли с нами еще из детства. Какие-то вроде бы безобидные шутки, какие-то вроде безобидные замечания, они поселились в нас в виде страхов. И, соответственно, вытаскивать их нелегко. Я до сих пор занимаюсь НЛП для себя, для того, чтобы вытаскивать эти страхи. Ну что, сосредоточьтесь на себе любимых, сделайте себе комплимент, похвалите себя и, конечно же, улыбнитесь, ведь улыбка улучшает жизнь. Чем больше вы улыбаетесь, тем больше причин для улыбок дает нам Вселенная. Ну и, соответственно, вы же понимаете, что улыбаемся мы, когда нам хорошо. Ну а когда мы учимся этому, иногда хороша и улыбка сквозь слезы. Ну что, мои дорогие, смотрим ваши напрасные страхи. Первое, что я вижу, это вы боитесь успокоиться.
Вы боитесь не переживать за решение каких-то задач, за исход какой-то ситуации, за ответ на какой-то вопрос, за какое-то дело, которое вас волнует. Вы боитесь, что если вы успокоитесь и не будете переживать, исход дела будет не такой, как вы хотите. Могу вам сказать, хотя бы по этой карте, ваши переживания и концентрация на негативном исходе может и принести этот негативный исход. Поэтому вот этот страх, он напрасен. Наоборот, когда вы осознанно успокаиваетесь и осознанно перенаправляете свои мысли и концентрируетесь на позитиве, вот этот позитив и приходит. Это закон Вселенной. Поэтому спокойствие, страх спокойствия – это напрасный страх. Какой еще страх напрасен? Вы боитесь себя отпустить, вы боитесь быть сами собой и держите себя, как вот есть это выражение, в ежовых рукавицах. Вы боитесь иногда сказать, что вы думаете. Смотрите, если вы боитесь сказать то, о чем вы думаете, боясь обидеть человека, тут бывает, знаете, как ложь во имя спасения, образно говоря. Но когда вы постоянно контролируете себя, боясь открыть ваше истинное мнение, вы внутри себя создаете огромный блок. Вот знаете, я иногда, работая с клиентом, с кверентом, ведь второе это называют кверентом, я работаю с энергией, и мы пытаемся найти, выявить и освободить человека от внутренних блоков. И когда мы особенно начинаем, и я вижу энергию человека, я вижу вот такие огромные глыбы, которые не дают энергии проходить. Так вот, это и одна из причин вот этих глыб, и есть боязнь человека открыться, боязнь человека быть самим собой. Но понимаете, вы не сможете всю свою жизнь жить в этой маске. Да, мы играем роли в нашей жизни, но эти роли должны быть комфортны для нас и играть нам в плюс, играть нам в улучшение. Вот тут ваша роль, ваш страх, открытие играет только на ухудшение. Понимаете, когда вы собираете в себе все эти страхи, все эти блоки не дают энергии свободно двигаться, они еще и вызывают болезни. И эти болезни, вы понимаете, когда человек болен, а 90% причин заболеваний – это внутреннее состояние человека. А дальше на эти 90% из-за ослабевания организма накладывается вот эти 10% внешних влияний. Опять же, притягиваем мы это сами. Поэтому освободите себя. Дайте себе свободу выражать свое мнение. Ведь можно же выразить свое мнение, ведь это карты воздух, анализ. Можно же аналитически подойти к этому и красиво, не обижая человека, выразить свое мнение. А иногда бывает, что надо выражать свое мнение для собственной свободы. Тоже. Подумайте об этом. Выбор-то все равно ваш, но вот этот страх открыть себя, страх освобождения и страх самовыражения вам мешает, и он напрасен. Он только
приносит вам негатив. Ну и еще одна карта. Как всегда, я выкладываю 3 самых основных причины. И вот третий, самый основной напрасный страх, опять же, страх открыться, страх выразить себя, страх улыбаться, страх быть открытым миру, страх того, что вас предадут. Это напрасный страх. Плюс ко всему, этот страх не просто мешает вам, как то, чего вы боитесь, вы то и притягиваете, потому что вы на этом концентрируетесь. Не бойтесь менять свое мнение, не бойтесь менять свое отношение к людям и к ситуациям. Соответственно, избавившись от этих страхов, вы даже не можете, на сегодняшний день эти страхи присутствуют, и вам кажется, что так и должно быть, но вы даже себе не представляете, насколько изменится ваше состояние, когда вы от этих страхов избавитесь. Для этого я и создаю практики, для этого я и работаю с клиентами, для того, чтобы избавить вас от того, что вам мешает. Ведь это все, что я сегодня рассказала, страхи, которые напрасны, но если от них не избавиться, со временем они будут мешать вам жить. А скорее всего мешают уже сегодня. Просто вы это не осознаете. Вам кажется, что так и должно быть. Думайте, решайте. Это же ваша жизнь.